зависит только от меня. Носить меня просто очень-очень тяжело. Это очень сильно бьет по тебе. Кот. Это не кошка. Ребята, всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мне очень захотелось снять для вас видео и рассказать про цели, которых мне удалось достичь в 2019 году, но и рассказать про те, что, к сожалению или к счастью, не сбылись. И таким образом я смогу поделиться какими-то моментами своей жизни с вами. Ну и плюс ко всему я хочу поделиться, как мне удалось преодолевать какие-то неудачи, поражения. Ведь это тоже важно, и я научилась это делать только в этом году в связи с разными ситуациями, о которых я сегодня расскажу. У меня тут есть замечательный блокнот, который со мной уже, наверное, года 2-3, и в него я всегда записываю две вещи. Первое – это благодарности. Я всегда благодарю жизнь за то, что она мне приносит, я благодарю людей, которые меня окружают. И как по мне, когда ты выносишь какие-то вещи на бумагу, ты четко видишь картинку, что твоя жизнь на самом деле замечательная. И ты видишь свой прогресс, видишь, чего тебе удалось добиться. И это реально круто, и это помогает. И вторая вещь, это, конечно же, я прописываю цели на Новый год. И в этом году их было не так много, но они были все для меня очень важные. А для следующего года я очень хочу прописать цели по сферам жизни. Я думаю, так это будет гораздо продуктивнее, и мне будет легче реализовывать какие-то вещи. Я хочу начать с цели, которая помогла мне понять, насколько важно разграничивать цель и желание. Как по мне, цель — это то, что на 85-90% зависит сугубо от тебя. И даже не одна, я бы сказала, первые две цели, которые я прописала, это получить визу в Америку и полететь в Америку. Очень логически, я согласна, и гениально. Но я не задумывалась о том, что в этом плане от меня требуется только 10-15%, то есть это подача документов, заполнение каких-то анкет, а дальше уже процесс не от меня зависел. Ошибкой было и то, что я не думала, что для этой цели возможен вариант «нет». Точнее, я его даже по сути не рассматривала. Я была уверена, что все будет в порядке, ведь в прошлом году нам открыли визу, и я думала, что никаких проблем с этим не будет. Но получилось не так, как ожидалось, и вот весной мы поехали вместе с Вероникой в Киев, остановились у нашей Аньки, и девчонки вместе со мной пошли к консульству, чтобы меня поддержать. Я не хочу углубляться в этот процесс, рассказывать, как это все было. Это отдельное видео, может быть, будет когда-то на эту тему. И да, кстати, мы очень хотим снять с Вероникой видео про Америку, рассказать вам и показать, как там все было, хоть и прошел уже год, но я думаю, это все-таки будет интересно. Поэтому дайте мне, пожалуйста, знать в комментариях, было бы ли вам интересно такое посмотреть и послушать. Так вот, вышла я через 20 минут с консульства с отказом, и в тот момент мне казалось, что моя жизнь рухнула. Да, я прекрасно понимала, что у людей бывают ситуации похожие, но когда это что-то было неожиданное, и ты не настраивала себя на отрицательный результат, это очень сильно бьет по тебе. Я тогда не могла где-то месяц выйти из состояния апатии, какой-то даже небольшой депрессии. Мне казалось, что весь мир настроен против меня. У меня было разочарование, что вот, мое лето теперь будет ужасным, я проведу его в Украине, и все будет просто никак. Но я очень благодарна своим подругам, они тогда очень меня поддерживали в тот момент. Я благодарна им за терпение, потому что я знаю, что когда у меня не очень хорошее настроение, то выносить меня просто очень-очень тяжело, скажем так. Так что, Норрис, ну иди. И в чем была еще загвоздка этой цели? Проблема была в том, что никогда не следует одну цель привязывать к другой. Надо их все-таки разграничивать, и это на самом деле тоже немаловажно. Если я полечу в Америку, я создам свой YouTube-канал. Естественно, когда мне отказали в визе, у меня первая мысль была: все, еще несколько целей просто рухнули, и можно ставить на них крест. И так я мыслила на протяжении месяца. Но потом случилось что-то невероятное. Когда я смотрела влоги Антона Птушкина, у меня почему-то промелькнула мысль: а зачем вообще чего-то ждать, если я просто хочу это сделать, и я могу это сделать? Это зависит только от меня. Я могу сесть, научиться монтировать, я могу создать свой канал, учиться параллельно все делать. И тогда я четко для себя решила, что я создам свой YouTube канал.
И честно скажу, я сначала здесь в блокноте поставила крестик на цели с YouTube-каналом, но потом замазала корректором, поставила галочку. Надо просто брать и делать, даже самого минимума. Не стоит ждать, когда там будет куча людей тебя смотреть, слушать. И я понимаю, что многие события, о которых я мечтала, они бы могли не осуществиться, если бы я не осталась тут. По поводу YouTube-канала, как вы уже поняли, естественно, я поставила галочку, но сейчас появляются другие цели, и у меня не такая большая аудитория, я об этом знаю. Но меня с самого детства учили, когда я еще занималась музыкой, что даже один человек в зале – это твой зритель. И ты должен делать максимум для него. У меня тут прибытие в полку, извините, он очень просился. И да, и у кого были вопросы, это кот, это не кошка. Я думаю, теперь он будет чаще мелькать в моих видео, особенно в разговорных. Так что я надеюсь, вы его тоже полюбите так же сильно, как и я. Еще одна цель, которая не сбылась, это полететь в Лондон. Ввиду разных причин я так и не собралась с мыслями и не полетела в Лондон. Но ничего, я очень надеюсь, что в ближайшее время получится реализовать эту цель. И все-таки я увижу эту страну. Я уверена, что все будет. У меня много стран, которые я хочу увидеть. И я знаю, что я вам задолжала видео с ответами про путешествия. Я обещаю, что я его сделаю. Следующая цель – добиться крутой фигуры. Я поставила тут галочку, потому что на данный момент я довольна своей фигурой, но не до конца. Но если взять восприятие того, как я относилась к своей фигуре раньше и сейчас, то, конечно же, мне сейчас все нравится больше. Я немного тему спорта, тренировок, питания затрону дальше, так что давайте продолжать. Развила свой блог в Инстаграме. На этой цели я уверенно поставила крестик, потому что в какой-то момент я в итоге отодвинула эту цель на задний план. Те, кто долго со мной общаются и знают меня, знают, что я неоднократно пробовала развивать свой блог в Инстаграме, писать про путешествия, и мне это нравилось и продолжает нравиться. Но когда я открыла для себя YouTube, я поняла, что это совершенно другая платформа, именно на ней мне хочется максимально развиваться и самореализовываться. Тем не менее, Инстаграм тоже дал определенный толчок, ведь там я снимала первые короткие видео из путешествий, они были на 1 минутку, но они были атмосферными, с музыкой и, в принципе, получали довольно-таки позитивный отклик. Во всем есть свои плюсы, и те видео я обожаю и готова пересматривать несколько раз. Так что, если вы не видели, переходите в мой Инстаграм, внизу в описании я оставила ссылку, и вы можете посмотреть маленькие видео из Будапешта, Италии и других красивых мест. 2 цели у меня были связаны с языками, и я определенно с ними справилась, может быть, не до конца так, как хотела, но тем не менее я дала им старт, и я этому очень рада. Первая цель была это выучить новый язык. С мая я начала учить немецкий язык. Я не могу сказать с уверенностью, что я его выучила досконально, и он у меня на самом деле находится еще на базовом уровне, но тем не менее я дала фундамент этой цели, и поэтому я все-таки решила поставить галочку. И вторая у меня цель была улучшить английский язык. Те, кто меня хорошо знают, наверное, думают, зачем мне это, ведь у меня и так неплохо с языком, и у меня всегда было хорошо с английским, плюс я работаю в этой сфере. Но мне не хватало терминологии и профессиональной лексики, связанной с разными сферами, с медициной, политикой, экономикой. Так, ну от хорошего переходим к тому, что, опять же, не получилось осуществить. Это 2 такие активные цели. Это прыжок с парашютом и дайвинг. По поводу прыжка с парашютом. Это та цель, которая переписывается у меня из года в год. И, наверное, это и цель, и желание, и страх одновременно, потому что я не могу пока решиться самостоятельно на этот шаг. Я не могу пока представить себе, что я это делаю. Но я уверена, что когда-то наступит тот момент, когда я почувствую, что вот сейчас я готова это сделать. Мам, я знаю, что ты, скорее всего, смотришь это видео. Я тебе обещаю, я тебе расскажу, когда я приземлюсь. Честно. Только не слезь. Дайвинг я думала реализовать где-то, может быть, в Египте, если получится. Но в итоге мы полетели в Турцию, там у нас так и не сложилось с дайвингом. Поэтому эта цель у меня приходит тоже в следующий год. Но я уверена, что
когда-то я это по-любому попробую, потому что это одна из тех вещей, которые я обязательно хочу осуществить в жизни. Следующая цель — сходила на концерт любимого певца, певицы или группы. В этом году осуществилась моя мечта, одна из них. Я попала на Atlas Weekend. Каждый год, когда проходил Atlas Weekend, я где-то находилась не в Украине, и каждый год я его пропускала. И только наблюдала, какие классные певцы будут выступать, и чуть ли не плакала крокодильями слезами. Но в этом году, наконец-то, я попала на концерт. Я хотела очень послушать двух исполнителей, это Тома Волкера и Тома Оделя. Но Том Волкер не приехал, а Том Одель просто взорвал для меня сцену, и я была самым счастливым человеком в тот момент, поэтому эта цель определенно исполнена. И сейчас я просто хочу вам показать несколько фрагментов с того концерта. Если вы никогда не были на Atlas Weekend, я вам очень советую. И самое крутое то, что цена билета такая же, как и на концерт какого-то одного исполнителя. Но тут у вас за эту цену есть возможность увидеть сразу несколько крутых исполнителей. И, кстати, Atlas Weekend уже делает анонс хедлайнеров, которые будут в этом году. И если что, это не реклама, я просто реально была впечатлена этим фестивалем. Так что сейчас я вам покажу буквально несколько моментов с того крутого и незабываемого дня. Следующие цели, связанные со спортом, это пробежать мини-марафон и заняться йогой. К большущему сожалению, и опять же не в моих силах это было, я их не свершила. Я их писала еще когда активно занималась спортом, ходила в спортзал, тренировалась, у меня была активная спортивная жизнь. И я очень так трудоемко готовилась к марафону, но закончилось все тем, что у меня начались проблемы с суставами, и в итоге мне сказали, что пока никаких силовых тренировок мне нельзя, бегать, если можно, то в легком режиме и по ровной поверхности. Поэтому сейчас я тренируюсь сама, марафон отложился на неопределенное количество времени, и на йогу я тоже пока не пошла, поскольку там достаточно много статики, а я боюсь пока возвращаться к тренировкам, дабы не сделать своему здоровью хуже. Тут я хочу сказать, что опять же сначала я расстроилась, когда поняла, что скорее всего эти цели я не исполню в этом году. Но с другой стороны, это стало отличным уроком, и я советую вам не повторять моих ошибок. Все должно быть в меру, тренировки должны быть в меру. Я думаю, большинству знакомых, когда начинаешь тренироваться, включается спортивный азарт, и ты готов чуть ли не тренироваться, бегать каждый день без отдыха, при этом ты чувствуешь себя круто. Но организму надо отдыхать, и это надо осознавать и говорить себе в какой-то момент стоп. Не подумайте, я не отговариваю никого от тренировок в зале, я просто советую вам делать все в меру, и тогда все будет в порядке. И не пренебрегайте никогда своим самочувствием, если вы чувствуете, что что-то болит, если вы понимаете, что что-то не так. Не стоит давать этому спуск и думать, да ладно, пронесет, все нормально. Занялась медитацией. Эту цель я наконец-то смогла реализовать. Я давно уже хотела, и я наконец-то это сделала. Не скажу, что я добилась систематической медитации, что я медитирую каждый день, но когда мой организм чувствует, что это ему катастрофически нужно, я всегда выделю время, чтобы очистить разум и банально отдохнуть. Те, кто не знаком с медитацией, никогда не пробовал, я очень советую вам начать, особенно если у вас такой же бешеный ритм жизни, как и у меня, тогда это то, что вам поможет отключиться на какое-то время от мира, даже отдохнуть. Мне медитация, бывает, помогала, чуть ли не давала полноценный 8-часовой сон, и я могла продолжать на протяжении дня делать какие-то другие дела. Дальше у меня идет по порядку цели 6, которые у меня получилось реализовать. Банальная, казалось бы, цель, но для меня она была очень тоже важная, потому что каждый год я не находила достаточного времени, чтобы читать. Я читала то, что связано с учебой, но не читала что-то для саморазвития, какую-то художественную литературу, потому что, как мне казалось, я просто не находила время.
Но я себе поставила целью выделять каждый день определенное количество времени, чтобы читать минимум 25 страниц в день. И на самом деле у меня получилось вдвойне исполнить эту цель, потому что я прочитала больше 10 книг. И в одном из следующих видео я обязательно расскажу вам про некоторые книги, которые произвели на меня наибольшее впечатление и которые я действительно советую прочитать каждому. Съездить в новую страну. Эта цель у меня есть каждый год, потому что я просто обожаю путешествовать. Я хочу видеть весь мир, и всегда интереснее увидеть что-то новое. Поэтому я была безумно счастлива, когда я смогла на своей скретч-карте отметить новую страну. Летом я побывала в Турции, и я скажу уверенно, что я очень хочу еще раз съездить в эту страну и познакомиться с ней ближе. И да, те, кто не видели, я снимала влог из Турции, я обязательно где-то тут прикреплю ссылочку на это видео, так что если вам интересно, посмотрите. Оно получилось тоже ярким и очень душевным. Получила водительские права. К этой цели я приступила сразу же в 2019 году. Уже с января я записалась на курсы в автошколу, проходила туда, сдала экзамен и получила свои права. Купить ноутбук – это незаменимая вещь, и я безумно счастлива этой покупке, потому что весь монтаж, вся моя жизнь на канале в Ютубе происходит через этот ноутбук. Да и в целом мне всегда хотелось ездить куда-то в кофейне, работать за ноутбуком, чтобы было атмосферненько, классно. Хотя на самом деле я так и не езжу часто в кофейне, а в основном сижу дома за ноутбуком. Ну ладно, это не суть. Главное, что эта цель тоже исполнилась, и это была действительно очень продуманная и нужная покупка. Итак, мы движемся к финалу. Попробовать устрицы. Я не знаю, почему это мне было выписано в целях. Мне просто всегда хочется пробовать что-то новое. Когда понимаешь, что у тебя одна жизнь, и тебе хочется максимально ее прожить, максимально все увидеть, попробовать. Но вот мне захотелось, и я написала эту цель. Мы пошли с подругой в кафе, где и заказали устриц. Как это было, я вам сейчас покажу. Короче, мне сердце заколотится, как будто я не устриц, сейчас буду ездить с парашютом прыгать. Слушай, у меня сейчас, наверное, удар просто сердце, наверное, 100 просто минут. Знаешь, это выглядит как большая мидия, просто в соплях. А если он мне сейчас мимо рта попадет? Подожди. Я не могу настроиться, честно. Вот, а так воняет морем. Глотай. Ты не жуешь? Тебе не понравилось? Такое чувство, что огромного слизняка засунули в ракушку и заставили меня проглотить. Ну, знаешь, по сути так оно и есть, как бы. Но зато это очень полезно, это чистый белок. Последние две цели были очень важными для меня, и, пожалуй, они были самыми приоритетными. Первая цель – это избавилась от пищевых проблем. Тут я поставила галочку. Опять же, это было связано с моей спортивной деятельностью. Я очень сильно загонялась в плане еды, когда я активно занималась спортом, когда я видела рельеф, мышцы, узнала, каким мое тело может быть. У меня включилось нездоровое сознание и полный диссонанс моего мозга и тела. Я боялась съесть лишнюю ложку гречки, потому что мне казалось, что иначе я проснусь тогда без мышц. И на самом деле ситуаций было много разных, и это для меня такая сложная тема. Я была на сушках. Кто не знает, что такое сушка, это когда в питании сокращается потребление углеводов и увеличивается потребление белка, плюс у тебя тренировки, и кардио, и силовые, и доходило до того, что у меня и голова кружилась, и чуть ли я не сознание теряла. И на второй сушке, я помню, я прекратила, даже не закончив неделю, потому что моему организму реально было плохо. Как мне кажется, он меня просто не усваивал то количество белка, которое в меня поступало. Почему я это рассказываю? Это относится и к тому вопросу, когда я говорила про спорт. Не пренебрегайте здоровьем и прислушивайтесь к своему организму. Если вы не профессиональный бодибилдер и вы не готовы пожертвовать будущим своим здоровьем и жизнью ради каких-то результатов, если вы тренируетесь просто для себя, чтобы быть стройным, здоровым, то, пожалуйста, питайтесь нормально. И все это на самом деле не стоит вашего здоровья. Сейчас я нахожусь в сознании со своим мозгом и телом. Наконец-то я избавилась от всех вот этих тараканов,
Может быть, не в полной степени, но тем не менее я от них избавилась. Сейчас я мыслю с точки пользы своему организму, а не с той стороны, что вот это сделает мышцам лучше, а вот это хуже. Я питаюсь достаточно правильно и сбалансированно, просто делайте в удовольствие, и пускай это будет в меру, и не в ущерб здоровью. И последняя цель, которая, я думаю, тесно была связана с предыдущей, научилась принимать себя и полюбила себя такой, какая я есть. Честно, у меня клеточка возле этой цели стоит еще пустая, так как я до сих пор не могу понять, поставить там галочку или крестик. На самом деле, я могу сказать, что определенно процентов на 60 минимум я продвинулась в достижении этой цели, и за счет того, что мое сознание и тело начали работать синхронно, очень многое поменялось. Я думаю, для каждого человека очень важно быть в гармонии с собой, и это чуть ли не одна из самых базовых и важных вещей для каждого. Поэтому я буду продолжать учиться это делать. Я еще подумаю, поставить все-таки галочку или крестик, будет видно. На самом деле, как вы видите, у меня получилось 50 на 50. Что-то получилось достичь, и я этому безумно рада. Какие-то цели перенесутся на следующий год. Про некоторые из них я поняла, что на самом деле это не то, что я хотела, я их не буду выносить на следующий год. Но я думаю, список тех вещей, которых я хочу добиться в 2020 году, он будет действительно большим. Я хочу вам пожелать, чтобы вы не боялись, не ждали каких-то событий, ситуаций. Если вы понимаете, что эта цель зависит от вас, то просто начинайте действовать. Я желаю вам, чтобы 2020 год стал годом перемен, позитивных перемен. И чтобы вы в конце 2020-го взяли блокнот и ручку, написали свои благодарности и осознали, что да, а все-таки моя жизнь крутая. С вами была Влада. Спасибо, что остаетесь со мной, и увидимся с вами уже в новом году. Пока!